Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня в мастер-классе у нас свитер крючком. Самая простая и легкая модель. Она подойдет на размер от 42 до 52. На маленькие размеры она будет смотреться как оверсайз. На экране вы сейчас увидите размеры в сантиметрах, чтобы вам удобнее было ориентироваться. Можете поставить стоп и сделать скриншот. Спинку я провязывала на 10 петель больше, чтобы было отличие, так как перед и спинка вяжется одинаково. На розовом свитере я перед и спинку провязала одинаково, а на бежевом я уже спинку увеличила. Вот здесь вот провязала больше на 10 петель, и резинка получилась вот такая вот широкая. В данном узоре ряды очень хорошо видно. Вот первый, второй, третий, четвертый ряд и так далее. Для удобства можно на листочке отмечать ряды. Провязали ряд, отметили. И когда вы уже опять возвращаетесь к вязанию, то ничего пересчитывать не надо. Рукав здесь вяжется укороченными рядами. Получается вот к низу немного зауженный. И здесь у нас в конце манжета в виде резинки. Горловину мы провязываем сразу. Вот таким образом она выглядит. Здесь у нас отворот получается. Теперь по поводу размера. Если нужно изменить длину, то необходимо набрать больше либо меньше воздушных петель. Ориентируйтесь так, что на 1 сантиметр у меня приходится 2 петли. Получается, делаете плюс-минус 2 петли на 1 сантиметр. В ширину также плюс-минус четное количество рядов. На 1 сантиметр у меня приходится 1 ряд. Можно добавить или убрать ряды, где у нас идет плечо до горловины. Здесь мы провязываем ряды с прибавками. И, соответственно, добавить либо убрать ряды, где у нас идет второе плечо. Здесь мы провязываем убавки. Где воротник у нас идут полные ряды, также здесь можно убрать или добавить четное количество рядов. На рукаве у нас также есть укороченные ряды, либо вот здесь вот полные ряды. Также можно здесь их убрать или добавить, если нужен рукав поуже, либо пошире. Для вязания я использовала пряжу Alize Superlana Classic. Здесь у нас идет 75% акрил, 25% шерсти. В 100 граммах 280 метров. Цвет данной пряжи 152. У меня ушло 6,5 мотков. Также необходим крючок номер 4. И обязательно используйте маркеры. Нить я обычно вытягиваю с центра мотка. Так вязать намного удобнее. Делаем петлю, завели крючок, провязали. Это у меня первая воздушная петля. Я ее не затягиваю, ее считаем. Первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем 110 воздушных петель. Петли старайтесь набирать более свободно, сильно их не стягивайте. Итак, набрали 110 воздушных петель. Можно их пересчитать по косичкам. Вот первая воздушная петля. Возле крючка вот это 110 петля. Петля, которая на крючке, она не считается. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю для подъема. И теперь будем провязывать. Снизу вначале мы начнем вязать резинку. То есть здесь мы провяжем 10 соединительных столбиков с накидом. Далее оставшиеся 100 петель провязываем полустолбиками с накидом. Делаем накид на крючок. Вводим во вторую петлю от крючка. Первая во вторую. Провязываем соединительный столбик с накидом. Для этого протягиваем петлю через 2 петельки на крючке. Есть два способа, как их провязать. Здесь поддерживаем и протягиваем. Вот таким образом. Крайнюю петлю обязательно отметьте маркером. Очень часто бывает, что ее забывают провязать в следующем ряду, и тогда полотно начинает сужаться и уменьшается количество петель. Далее снова делаем накид на крючок, вводим в следующую петлю,
вытянули, поддерживаем 2 петельки и протягиваем. Снова накид на крючок в следующую. Покажу сейчас второй способ, каким провязываю я обычно. Я здесь не поддерживаю, крючок слегка поворачиваю и протягиваю через 2 петли на крючке. Вот вяжу я вот таким образом. Необходимо нам для резинки здесь набрать 10 соединительных столбиков с накидом. Вот я набрала 10 соединительных столбиков с накидом. Их можно пересчитать. Переворачиваем. И вот здесь можно пересчитать по косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Далее оставшиеся 100 петель провязываем полустолбиками с накидом. Делаем накид, вводим в петлю. 3 петельки на крючке провязываем вместе. Снова накид. 3 петли на крючке провязываем вместе. Это у нас полустолбики с накидом. Довязываю последнюю петлю в первом ряду, полустолбик с накидом. Затягиваем здесь петлю теперь. Далее в конце каждого ряда всегда делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. Всегда провязываем со второй петли от крючка, первая со второй, и все последующие ряды вяжем, захватывая только заднюю стенку петли. Это мы будем сейчас вязать второй ряд, и все четные ряды, они идут у нас вниз, и будем мы провязывать до конца полустолбики с накидом. Делаем накид, провязываем со второй петли от крючка, первая со второй, захватываем заднюю стенку петли, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Крайнюю петлю отметьте маркером. Снова накид за заднюю стенку петли, все 3 петли вместе. Провязываем второй ряд до конца. В конце покажу, как провязать последнюю петлю. Провязываю последнюю петлю во втором ряду. Здесь нам необходимо в конце захватить обе стеночки петли. Делаем накид и крючок заводим за обе стенки петли. Провязываем полустолбик с накидом. Итак, мы провязали это второй ряд. Далее делаем снова одну воздушную петлю, перевернули и будем вязать третий ряд. В третьем ряду в начале провязываем 10 соединительных столбиков с накидом. Делаем накид на крючок со второй петли от крючка за заднюю стенку петли. Провязываем соединительный столбик с накидом. Крайнюю петлю отмечаем маркером. Далее в следующую. Десять соединительных столбиков с накидом. Старайтесь провязывать более свободно, чтобы полотно у вас получилось мягким. Далее до конца провязываем полустолбики с накидом. Это у нас третий ряд. И начиная с третьего ряда в конце мы будем делать прибавки.
Прибавки мы будем делать только в нечетных рядах, получается сверху, где у нас идет верх кофты. Здесь у нас идет резинка, это низ. Сейчас провязываем третий ряд до конца, до маркера. Я покажу, как сделать здесь прибавку. Итак, в третьем ряду я вначале провязала 10 соединительных столбиков с накидом. Далее идут полустолбики с накидом до конца. В последнюю петлю мы должны провязать 2 полустолбика с накидом, сделать прибавку. Провязываю также за заднюю стенку петли первый полустолбик с накидом, делаем накид и снова же в эту петлю провязываем еще один полустолбик с накидом. Таким образом, в третьем ряду в конце делается прибавка. Далее делаем всегда одну воздушную петлю, перевернули и вяжем четвертый ряд. Все четные ряды у нас идут вниз, и мы провязываем до конца только полустолбики с накидом. Делаем накид на крючок во вторую петлю от крючка за заднюю стенку. Провязали полустолбик с накидом, отмечаем петлю, накид в следующую, довязываем до конца ряда. В конце четвертого ряда провязываю за обе стенки петли полустолбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем пятый ряд. Во всех нечетных рядах мы начинаем вначале провязывать резинку, вяжем соединительные столбики с накидом 10 штук, и затем уже до конца вяжем полустолбики с накидом, и в конце нечетного ряда делаем прибавку. Также провязываем со второй петли от крючка. Раз, два, накид, провязали, отмечаю маркером, снова накид, в следующую соединительный столбик с накидом, я провязала 10 соединительных столбиков с накидом. Далее до конца провязываем полустолбики с накидом. Накид на крючок за заднюю стенку, 3 петли вместе. Провязываем до конца пятый ряд, и в конце еще раз я покажу, как сделать прибавку. В конце пятого ряда в последнюю петлю провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид за заднюю стенку, первый полустолбик с накидом, накид и сюда же второй. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, перевернули, со второй петли от крючка до конца провязываем полустолбики с накидом. Это у нас шестой ряд. Мы движемся вниз. Итак, провязываем до конца шестой ряд, и в конце провязываем последний полустолбик с накидом за обе стенки петли. Таким образом мы провязываем до 19 ряда. Все четные ряды мы движемся вниз и провязываем до конца только полустолбики с накидом. Самую крайнюю петлю, где у нас идет резинка, не забываем провязывать за обе стенки петли. В конце всегда делаем одну воздушную петлю и вяжем со второй петли от крючка. Все нечетные ряды мы движемся наверх. Вначале провязываем резинку, 10 соединительных столбиков с накидом.
Далее полустолбики с накидом, и начиная с третьего ряда делаем в конце прибавку. В последнюю петлю провязываем по 2 полустолбика с накидом. Это получается третий ряд, 5, 7 и так далее до 19 ряда. Итак, вяжем далее самостоятельно и встретимся в 19 ряду. Я провязываю 19 ряд. Вот такой должен получиться у вас уже скос плеча. И в 19 ряду делаем последнюю прибавку. Провязываем в последнюю петлю 2 полустолбика с накидом. Далее в 19 ряду для ворота мы набираем 30 воздушных петель. Вот я набрала 30 воздушных петель. Далее в конце делаем еще одну петлю для подъема и вяжем во вторую петлю от крючка полустолбик с накидом. Крайнюю петлю отмечаем. Теперь мы движемся вниз. Это у нас 20 ряд четный. Мы провязываем до конца только полустолбики с накидом. Провязываем 30 воздушных петель и затем уже движемся по полотну вниз. Провязываю 30-ю воздушную петлю и движемся далее. Полустолбики с накидом также провязываем, захватывая заднюю стенку петли. Провязывав в конце в 20 ряду последний полустолбик с накидом, захватываем обе стенки петли. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем 21 ряд. Вначале мы провязываем 10 соединительных столбиков с накидом, затем идут полустолбики с накидом. Итак, делаем накид во вторую петлю от крючка за заднюю стенку, соединительный столбик с накидом. Крайнюю петлю отмечаем маркером. Это у нас первая, далее вторая, третья. Всего 10 соединительных столбиков с накидом. Провязали 10 соединительных столбиков с накидом. Далее провязываем полустолбики с накидом. Провязываем их до конца ряда. И в конце последнюю петлю. Здесь мы также захватываем обе стенки петли. Провязываем до конца 21 ряд. Итак, я провязала 21 ряд наверх. Далее ряды повторяются. Таким образом мы вяжем до 44 ряда. 44 ряд у вас закончится внизу. Не забываем, в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Вяжем со второй петли от крючка. В четных рядах мы движемся вниз, провязываем только полустолбики с накидом, а в нечетные ряды мы движемся наверх и вначале провязываем 10 соединительных столбиков с накидом. Итак, вяжем самостоятельно до 44 ряда. Итак, я провязала 44 ряд. 44 ряд заканчивается внизу. Далее я начала провязывать 45 ряд. Движемся наверх. Здесь у нас, как провяжете 44 ряд, сверху отсчитываете 30 петель. В 30-ю устанавливаете маркер. Далее, вот он 45 ряд. Мы начинаем снизу вверх. Здесь провязываем 10 соединительных столбиков с накидом. Далее идут полустолбики с накидом. И до маркера не довязываем 2 петли.
И сейчас с 45 ряда мы будем начинать делать убавки. Будем формировать второе плечо. Делаем убавку в 45 ряду. До маркера не довязываем 2 петли. Накид за заднюю стенку. И сразу же за заднюю стенку во вторую петлю. Вытягиваем. 3 петли на крючке провязываем вместе. Таким образом делается убавка. Далее 1 воздушная петля, перевернули. Вяжем 46 ряд до конца, провязываем полустолбики с накидом. Делаем накид во вторую петлю от крючка. Провязываем полустолбики с накидом до конца ряда. Так мы провязываем 46 ряд. В 46 ряду в конце за обе стеночки петли провязываем. Далее делаем 1 воздушную петлю, перевернули. Вяжем 47 ряд. Здесь провязываем 10 соединительных столбиков с накидом. Далее провязываем полустолбики с накидом. В 47 ряду также в конце не довязываем 2 петли. И я еще раз покажу, как сделать убавку. Вот я провязала 47 ряд. В конце 2 петли не провязываем и делаем убавку. Крайнюю петлю я не отметила маркером. Лучше всего, конечно же, отмечать, чтобы ее не потерять. Итак, делаем убавку. Накид за заднюю стенку петли. Сразу же в следующую петлю. Вытянули. 3 петельки на крючке провязываем вместе. Итак, мы провязали 47 ряд. В конце сделали убавку. 1 воздушная петля. Перевернули. Вяжем 48 ряд вниз, накид на крючок во вторую петлю от крючка. Провязываем до конца полустолбики с накидом. И крайние петли отмечайте. Итак, далее провязываем самостоятельно до 61 ряда. В 61 ряду будет последняя убавка. Получается, во всех нечетных рядах, когда мы поднимаемся наверх, мы делаем убавку. Вот я провязываю 61 ряд. Здесь у нас последняя убавка. Делаем убавку. Далее 1 воздушная петля, переворачиваем и вяжем. Далее 62 ряд вниз, провязываем только полустолбики с накидом. Далее вяжем наверх 63 ряд, здесь провязываем 10 соединительных столбиков с накидом. И далее до конца провязываем полустолбики с накидом, уже никаких убавок в 63 ряду мы не делаем. Провязываем далее самостоятельно 62 и 63 ряд. Итак, я довязала последний 63 ряд. Далее вяжем спинку точно таким же образом. Только если вы хотите ее сделать подлиннее, набирайте на 10 петель больше. То есть не 110, а 120 петель. И тогда при провязывании резинки провязывайте здесь не 10 петель резинкой, а 20. То есть мы провязываем здесь 20 соединительных столбиков с накидом. И далее уже вяжется все точно таким же образом. Вот эта сторона у нас будет лицевая, где у нас видно резинку. Видите, она отличается от основного узора. А с этой стороны узор у нас одинаковый до конца. Для рукава мы набираем 90 воздушных петель. Первая, вторая, третья и так далее, 90 воздушных петель. Набрали 90 воздушных петель. В конце всегда делаем 1 воздушную петлю. Вяжем со второй петли от крючка, первую во вторую, провязываем полустолбик с накидом. Отмечаем маркером крайнюю петлю. Итак, вначале провязываем 80 полустолбиков с накидом. И в конце у нас 10 петель мы провяжем соединительными столбиками с накидом. Где у нас кончик нити,
здесь у нас будет формироваться манжета. Накид, следующую петлю. Я провязала 80 петель, оставшиеся 10 провязываем соединительные столбики с накидом. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и во втором ряду до конца вяжем полустолбики с накидом. Провязываем со второй петли от крючка. Провязываем таким образом до конца. Всего в данном ряду будет 90 полустолбиков с накидом. Также провязываем за заднюю стенку петли. Итак, я провязала второй ряд. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули. Будем вязать третий ряд. Начиная с третьего ряда и последующие 10 рядов мы будем провязывать укороченными рядами. Вяжем также со второй петли от крючка. Провязываем, отмечаем маркером. Итак, в третьем ряду мы не довязываем 13 петель. Вот где у нас кончик нити, здесь у нас формируется манжета. Отсюда отсчитываем 13 петель, в 13 ставим маркер и провязываем третий ряд до маркера, только полустолбики с накидом. Вот я провязала третий ряд до маркера. Здесь у нас 13 недовязанных петель остается. Далее воздушная петля. Перевернули и вяжем четвертый ряд. Вяжем до конца полустолбики с накидом. Довязываю четвертый ряд. В конце не забываем провязать за обе стенки петли. Далее вяжем пятый ряд. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, перевернули. Провязываем полустолбик с накидом. Провязываем в пятом ряду полустолбики с накидом. Также отсчитываем 13 петель. Вот у вас вот такая вот ступенька получилась. Теперь отсюда отсчитываем 13 петель. В 13 ставим маркер. Если у вас нету маркеров, можно использовать просто нить другого цвета. Здесь отметить. Провязываем до маркера. Итак, я провязала пятый ряд до маркера. Снова делаем воздушную петлю, перевернули и вяжем шестой ряд. Провязываем до конца полустолбики с накидом. И не забываем в конце провязывать за обе стенки петли. Вот таким образом у вас будет получаться ступенька. Нам необходимо так провязать до 12 ряда. Получается, еще делаем в 7, 9 и 11 рядах укороченные ряды. Отсчитываем по 13 петель. Сейчас я провяжу и покажу, как у меня получилось. Я провязала 12 ряд. У вас должно получиться вот таким вот образом. Смотрим, здесь у нас идут такие ступенечки. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем 13 ряд и будем собирать все эти ступеньки. И здесь снизу у нас идет манжета. Мы провяжем 10 соединительных столбиков с накидом.
Итак, сейчас мы делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, вяжем полустолбики с накидом до первой ступеньки. Вот я провязала до первой ступеньки, провязываем последнюю петлю. Далее у нас сбоку есть вот такая вот перемычка. Делаем накид, вводим крючок под эту перемычку. Опускаемся вниз, ищем следующую петлю, также за заднюю стенку. Вытянули петельку. Смотрите, на крючке у вас 4 петли. Их все вместе провязываем. Вот таким образом. Мы здесь опустились вниз и теперь провязываем далее полустолбики с накидом до следующей ступеньки. Провязываю здесь последнюю петлю. И еще раз показываю, как сделать переход вниз. Делаем накид, сбоку перемычка, вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, следующую петлю вводим крючок, вытянули, 4 петли на крючке провязываем вместе. И далее вяжем снова полустолбики с накидом. Провязываем до следующего маркера. Здесь точно так же под перемычку опускаемся вниз. Таким образом собираем все ступеньки. Довязываем вот здесь до конца. И я здесь покажу, как провязать конец. Довязала до последней ступеньки. Здесь также необходимо под перемычку и опуститься вниз. В конце у нас здесь 13 петель не провязанных. Получается, вначале мы провяжем 3 петли полустолбиками с накидом и далее 10 петель соединительными столбиками с накидом, так как здесь у нас идет манжета внизу. Накид под перемычку, опускаемся вниз, провязываю вторую и еще третью петлю полустолбиком с накидом. Далее до конца 10 соединительных столбиков с накидом. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 14 ряд. 14 ряд провязываем до конца только полустолбики с накидом. Накид во вторую петлю от крючка, отмечаем маркером, я провязала 14 ряд. Далее у нас ряды идут без изменений до 38 ряда. Мы провязываем полные ряды. Четные ряды провязываем наверх только полустолбики с накидом. Далее нечетные ряды мы провязываем вниз. И не забываем в конце в нечетных рядах 10 петель провязываем соединительными столбиками с накидом. В конце отмечайте петельки маркерами и также провязываем за обе стенки петли. Также не забываем делать одну воздушную петлю и вяжем со второй петли от крючка. Итак, провязываем до 38 ряда. Итак, я провязала 38 ряд. Теперь мы будем далее вязать опять укороченные ряды, чтобы получилось вот такое вот сужение. Сейчас будем вязать 39 ряд, и к низу у нас должно остаться 65 петель не провязанных. Вот у нас первая петля, отсюда я отсчитала. В 65 петле стоит у меня маркер. Сейчас мы провяжем 39 ряд, 25 петель. Вяжем 39 ряд, делаем воздушную петлю, перевернули, провязываем полустолбики с накидом.
Вот я провязала до маркера. От маркера до низа у меня 65 непровязанных петель остается. Далее провязываем 40 ряд, делаем воздушную петлю, провязываем наверх до конца 25 петель. Последнюю петлю не забываем, провязываем за обе стенки петли. Далее воздушная петля, вяжем 41 ряд и встречаемся с вами вот здесь. Здесь я покажу, как опуститься вниз. Мы будем каждый раз, когда опускаемся вниз, провязывать по 13 петель. Вот я провязываю 41 ряд, вяжем его вниз, провязываю вот здесь вот последнюю петлю. Далее сбоку находим перемычку, делаем накид, заводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, захватываем заднюю стенку петли, вытянули и все петли провязываем вместе. Таким образом мы опускаемся вниз и провязываем 13 петель. Это у меня первая, вот я отметила маркером, здесь у меня 13 петля. Провязываем полустолбики с накидом. Я провязала плюс еще 13 петель. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 42 ряд, провязываем до конца полустолбики с накидом. Далее здесь одна воздушная петля, возвращаемся в 43 ряд и будем провязывать также здесь ступеньку. Провязываем 42 ряд. Здесь также можно в конце отмечать маркером. Провязываем 42 и возвращаемся, вяжем 43. Встретимся с вами вот в этом месте, и я снова покажу, как опуститься вниз. Итак, я провязываю 43 ряд. Здесь нам необходимо провязать плюс еще 13 петель. Вот я довязала до ступеньки. Здесь делаем накид и вводим крючок под перемычку. Далее опускаемся вниз в следующую петлю, вытянули, все петельки на крючке провязываем вместе. И вяжем 13 петель. Это у меня уже вторая. Итак, я провязала здесь 43 ряд, далее вяжем 44 наверх, провязываем до конца, далее возвращаемся вниз, вяжем 45 ряд плюс 13 петель, 46 снова до конца наверх, 47 провязываем вниз, снова 13 петель, 48 возвращаемся до конца наверх и вяжем 49 ряд, здесь у нас останется провязать последние 13 петель. Встречаемся с вами в 49 ряду. Итак, довязываем 49 ряд. Вот у меня последняя здесь ступенька осталась. Здесь последняя петля. Смотрите, если ее не отмечать маркером, то как будто бы уже она провязана. Не видно ее, поэтому лучше, конечно, отмечайте крайние петли. Провязываю последнюю петлю. Накид под перемычку. Провязываю полустолбик с накидом, первый, второй и третий. И далее до конца вяжем соединительные столбики с накидом.
Итак, довязали 49 ряд, воздушная петля, перевернули и вяжем последний 50 ряд, вяжем только полустолбики с накидом до конца. Я провязала последний ряд, вот так у вас должно получиться. Всего в рукаве 50 рядов. Точно таким же образом вяжем второй рукав. Ниточку в конце не обрезаем, она нам понадобится для сшивания. Для начала мы будем сшивать плечо и воротник. Плечо мы будем сшивать по изнаночной стороне, немного здесь захватим, а затем по лицевой стороне прошьем уже воротник, так как мы будем его выворачивать, и чтобы у нас не было видно шва при отвороте. Для того, чтобы удобнее было сшивать, закрепите маркерами. И внутри у нас находится лицевая сторона, здесь у нас изнаночная. Сшиваем по изнаночной стороне. Сшиваем мы соединительными петлями. Старайтесь захватывать петли ближе к краю. Ниточка у нас находится снаружи. Находим крайнюю петлю. Вытягиваем. Захватываем верхние петельки и провязываем соединительную петлю. И при сшивании сильно не стягивайте соединительные петли. Таким образом прошиваем плечо. И здесь сверху горловины немного захватываем. Тоже прошиваем по изнаночной стороне. Далее вывернем и оставшуюся часть провяжем по лицевой стороне уже. Вот по горловине я прошила буквально 6 петель. Далее побольше вытягиваем петлю и выворачиваем. Теперь находим петлю, заводим крючок сюда. Нить рабочую также выводим, чтобы она была снаружи. Подтянули. И теперь здесь также заводим крючок с одной стороны, со второй. И провязываем соединительные петли. Теперь при отвороте у нас не будет видно шва. Вторую сторону прошиваем точно таким же образом. Теперь мы пришиваем рукав. Для этого укладываем кофту на ровную поверхность. Ничего не растягиваем. Кладем ровно. Вот у нас идет плечо. Здесь на рукаве мы отсчитываем ряды. У нас всего 50 рядов. С одной стороны 25 отсчитываем, со второй находим середину и прикрепляем с плечом. Вот она, середина. Затем по кофте от плеча мы откладываем 20 сантиметров с одной стороны и также со второй. Здесь у меня в 20 сантиметрах 32 петли. Отмеряем и прикрепляем край рукава. Затем также маркерами еще закрепляем в нескольких местах, чтобы удобнее было сшивать. Сшиваем мы также по изнаночной стороне. Здесь у меня рукав лежит сверху изнаночной стороной. Не забываем, где у нас манжета идет, здесь видно ее. Это у нас лицевая сторона, это изнаночная. Где рукав мы оставляли нить для сшивания. Вот она, петля на рукаве. Вытягиваем петлю.
Прошиваем также соединительными петлями. Прошивайте свободно, сильно не стягивайте. Где рукав, старайтесь захватывать петли ближе к краю. Таким образом прошиваем до конца весь рукав. Прошили до конца. Нить вытягиваем через петлю полностью и кончик нити прячем под петли. Вот так у вас должно получиться по лицевой стороне, нигде не должно быть стянуто. И второй рукав пришиваем точно таким же образом. Теперь нам необходимо соединить боковые части и рукав. Также все скрепляем маркерами, чтобы было удобнее. И если вы вязали спинку так же, как и я, на 10 петель больше, то вначале отсчитайте здесь 10 петель и в 11 закрепите спереди. И далее мы будем сейчас сшивать. Заводим крючок в крайнюю петлю. Здесь получается я ввожу в 11 петлю, если отсчитывать от края. Вытягиваем нить. Далее заводим в каждую петлю с одной стороны и со второй стороны. И прошиваем точно так же соединительными петлями. Прошиваем таким образом по бокам, доходим до рукава и здесь также продолжаем прошивать рукав до конца. Итак, свитер наш готов. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.